Коллеги, всем привет! Сегодня вторник, 25 августа. Давненько меня не было, не записывал видео. Не записывал видео, потому что и волатильности не было, я был в сделке. Впрочем, мы здесь стояли в одном месте. До тех пор, пока не началась движуха, о которой я предупредил всех в своем канале в авторском. Кто не подписался до сих пор, можете это сделать. В описании ссылка. Первая ссылка — мой авторский канал, вторая ссылка — Crypto Headlines. Давайте сразу проговорю нашу, так скажем, рутину. Рутину — это розыгрыш. Розыгрыш будет 100 USDT, 2 победителя по $50. Комментарий оставьте, любой комментарий ставьте, любая тема, только не забудьте user ID вашего верифицированного аккаунта Bybit, чтобы избавиться от ботов. Тоже оставьте в комментарии. Если YouTube удаляет ваш комментарий, то постарайтесь там написать как-то по-другому, там через символы, словами, чтобы я понял вот это значение user ID. И в следующем видео определю победителей с 2 уже обзоров и всем все отправлю. Так, дальше. Обзор я последний раз записывал, это когда было 30 июня, про абсолютное дно. Про абсолютное дно. 30 июня, вот здесь. Давайте, знаете, какой план? Первое — это все, что касается трейдинга. Быстро я проговорю эти моменты, потому что здесь я апдейты оставляю в авторском канале, вы знаете, да, то есть апдейты есть, были. Про движуху пост 17 августа за сутки я также оставил. Почему? У нисходящие тренды, вообще в целом у трендовых линий, при пробое трендовых линий, я бы осмелился сказать, всегда, там в 99% случаев, пусть будет так, окей, происходит резкое движение, да, сильно волатильное движение. Тем более, если трендовое пробивается флетом, велотекущим, да, тем более, если до этого был флет, там месяц, полтора, два, как только мы приближаемся к трендовой, в принципе, мы про это уже говорили с вами, да, что в августе мы приблизимся к трендовой линии, и скорее, что-то произойдет, учитывая, что какие обзоры я записывал про дно, в какой позиции я находился, естественно, я являлся интересантом того, чтобы произошло движение, так скажем, заинтересованным лицом, чтобы произошло движение именно вверх. Именно рост. Тут 30 дней погрешность, но опять же это по опыту, да, потому что про трендовые я обзоры записываю, да, и все показываю, рассказываю, доказываю с 2019 года, поэтому по опыту, это дельта там 30 дней. 30 дней не пришлось ждать, менее суток, сколько там, менее суток, да, меньше дня прошло, соответственно, здесь произошло движение, первый импульс до $68 тысяч. Я находился в позиции, давайте раз уж по трейдингу, точнее с трейдинга мы начинаем с вами, я все здесь расскажу. Позиция у меня была $58 782. До этого я потерял позицию впервые там за 4 года, да, то есть у меня был стоп, или ликвидация. Для меня это ликвидация, потому что ликвидация для меня это стоп-лосс. То есть я в сделку закладываю ту сумму денег, да, которую готов терять. То есть я не от стопа пляшу. Изолированная маржа, биржа Bybit. То есть я здесь потерял позицию и одновременно вошел. Причем 58 782 у многих, кто также ставил лимитку на бирже Bybit, не с другого субаккаунта, а именно с того же аккаунта, где у вас была ликвидация на 58 782, у вас могла сработать, я бы сказал так, у большинства сработало усреднение. Да, у большинства. Не у меня, не у всех, но, тем не менее, мне писали многие, когда уже до этой отметки дошли, мне писали многие, что биржа Bybit не стала их ликвидировать, не стала забирать позицию, да, а просто усреднили и получили среднюю приблизительно 65 946. Приблизительно. То есть у вас лонг получился 65 946. У меня же была ликвидация, я вошел в новую позицию, да, 58 782, и, соответственно, все, держал. Апдейты касаемо зон дисбаланса локальных, вот здесь, да, я это все также размещал. И в открытый, и в премиум все это разбирали с вами. Ближайшая зона, цель, так скажем, да, была диапазон 70 тысяч, верхняя граница $74 тысячи. Вот сюда, собственно говоря, и долетели. Мои действия. Первый take profit
по рынку, точнее, я не ставил take profit, да, по рынку я закрыл часть позиции, 105% прибыли у меня вышло на отметке 71 600. Вот. И второй take profit тоже по рынку, точнее, да, если быть точным, да. По рынку я закрыл на 170% прибыли. Да, 105-170, ну, опять же, учитывая, что у меня было пятое плечо. То есть там умножайте. Вот. А почему меня спрашивали, в основном ребята из премиум, почему я здесь решил все-таки закрыть половину позиции? Ну, вспоминайте, что было ранее. Что было раньше? 2 раза до этого при 100% доходности от сделки я не закрывал ничего. Да, то есть и меня его убивало без убыток. Здесь же я решил таким образом не поступать, поэтому уже закрыл половину позиции, уже гарантированный плюс. Даже если бы выбило потом стоп-лосс безубыточный, да, все равно уже гарантированный плюс. Поэтому я решил здесь все-таки поступить не таким образом, как дважды до этого. Вот. А второй take profit 170% я уже закрыл 25%, то есть четверть позиции. То есть половину здесь и еще половину от остатка здесь. У меня осталось 25%, то есть четверть позиции я поставил стоп-лосс на остаток 71 600. Ну, опять же, апдейт, это все было также в Telegram, то есть на остаток 25%, стоп-лосс поставил на 71 600, если выбит, то в прибыль плюс 100% от точки входа. Общая прибыль от всего объема сделки уже не может быть менее 125%. Если закрою руками или поставлю take profit, напишу. Что касается закрытия руками и остатка, то скорее, ну, понятно, здесь уже не так интересно это делать при текущих отметках. Во-первых, ну, первое, это либо стоп-лосс, пусть срабатывает, уже 125% от всей сделки будет прибыль, меня это устраивает, естественно. Вот. А если вдруг мы полетим, да, без откатов существенных, ну, пусть там не 100 тысяч долларов там сразу, да, но тем не менее куда-нибудь там 86, там 90, да, в этот диапазон, может быть, я тогда закроюсь до конца. Вот, это по трейдингу. Вот. Что добавить? Что убавить? Так, ну давайте локальный таймфрейм 4H посмотрим. На 4-часовике, давайте я эту зону сейчас уберу уже. Что мы видим с вами на 4-часовом таймфрейме? Я бы выделил принципиальную зону дисбаланса. Это вот здесь. Да, принципиально на текущий день. На 4-часовом таймфрейме, в этом месте. По зонам дисбаланса видео есть, по трендовым я уже сказал или нет, на всякий случай проговорю, да, как строить трендовые линии, как торговать зоны дисбаланса, закрепленное сообщение в телеграм-канале. Эти видеоролики есть. Там вроде видео по трендам называется «Твоя любимая линия», что-то в этом духе, да, я так называл. Вот, и причем там есть, ну, доказанный, можно сказать, факт, да, и куча примеров, почему именно у трендовых линий повышается волатильность, да, и происходят такие серьезные, ну, я это назвал в этот раз движуха, да, движухи. Вот. Так, принципиально зона здесь дисбаланса, есть небольшой баланс, дисбаланс, выход. Вошли в зону дисбаланса на свечке от 19 августа 15:00 на объеме, вышли выше, да, на объеме. Здесь есть черные свечи, поэтому достаточно. Но я бы сказал, что это самая принципиальная зона поддержки на текущий день, да, зона дисбаланса покупателей. То есть верхняя граница мы видим, там можно округлить до 70 тысяч, с погрешностью это будет 7500, 70 700 плюс-минус, да, нижняя граница 68, с погрешностью, ну, 67 тысяч долларов. То есть диапазон, ну, 67, 70, 700. Вот сейчас это самая принципиальная, самая важная зона дисбаланса на биткоине, на 4-часовом таймфрейме. Ну, более локально я бы, если честно, не смотрел. Конечно, могут не дать откат, мы можем сюда не сходить. Вот. У меня нет, так скажем, знаете, какого-то плана, да, о том, что если мы сходим в эту зону дисбаланса, меня выбьет по стоп-лоссу вот здесь. То есть я до конца закрою свой прибыльный лонг и снова сразу же войду в позицию тоже в лонг. Пока таких планов нет, все может поменяться. Апдейт, вы знаете, я напишу в канале. Вот, я напишу в канале. Сейчас пока не дают никаких откатов. Да, то есть на 4-часовом таймфрейме безоткатное движение. Какие-то локальные, супер локальные зоны дисбаланса, 5-минутки, там 15-минутки смотреть.
смысла нет. Ну, смысл есть, если вы там внутри дня торгуете, да, вы, может быть, и там минутный таймфрейм используете, секундки и все в этом духе. Вот, но мы говорим про такие, можно сказать, среднесрочные сделки, хотя, учитывая флэт, эта сделка может растянуться, да, как текущая, потому что входил-то я когда? Входил-то я вот здесь я входил, это получается в июне месяце. Вот. Ну, то есть прошло 2 месяца. Да, сегодня 25 августа, входил я, получается, 25 июня. Вот. Так, это я сейчас уберу. Дальше, ну, впрочем-то, по трейдингу, я думаю, что все. Шортить. Шортист, бывает, что люди, да, и в премиум тоже, там, есть ли планы шортить, можно ли сейчас шортить, зайти в шорт. Ребят, вы же знаете, в какой позиции. То есть, ну, как бы, если у меня был бы план шортить, я бы написал, скорее, я бы закрыл полностью свой лонг, да, и зашел бы в шорт, например. Да, или бы сказал бы, ну, я не знаю, что я закрываю лонг-позицию и вот-вот рассмотрю шорт, или я дождусь какого-то сетапа через там price action, да, возможно, там PPR или пин-бары дождусь, или там тест-зоны дисбаланса, выход к нижней границе, все в этом духе. В любом бы случае вы увидели бы апдейт, поэтому, ну, просто как бы можно ли рассматривать шорт? Ну, шорт рассматривали. Я думаю, что немало людей, наверное, были вот здесь шортили на самом, так скажем, дне, да, по крайней мере, среднесрочном. Вот здесь. Может, выше шортили, там, от зоны дисбаланса шортили. Ну, у меня таких планов не было. Вот, поэтому сейчас я в позиции, я буду ждать уже финал своей сделки. Окончательный. На остаток. То есть выпьет стоп, буду уже дальше думать. Ну, стоп я имею в виду вот в прибыль, да. Либо если выйдем в диапазон 86-90 тысяч долларов, ну, опять же, я сейчас наверняка не могу сказать, ну, посмотрим, да, то есть, может, хотелось бы дождаться 100 тысяч долларов, но это уже совсем влажно, было бы хорошо и здорово, но, то есть, пока нет какой-то конкретной отметки на остаток, именно take-profit нет, поэтому если take-profit будет, я также напишу в Trader 80/20 на эту тему апдейт. Вот, трендовые и интересно, вообще все шикарно отработало, прям идеально, я бы сказал. Вот, во-первых, мы подошли в этот, нас замкнули, можно сказать, в этом треугольнике, да, в пересечении трендовых линий. Восходящая трендовая, нисходящая трендовая. Коснулись впервые мы ее 7 августа, и тут прям как в 22 году потихонечку вот этот флэт продолжился со снижением, да, то есть просто тихонечко стояли у трендовой линии туда-сюда, туда-обратно, вот здесь. Вот здесь началась эта самая движуха. То есть вот пересечение, тут прям совсем край, это было 25 августа. Вы помните, да, то есть Господи. Так, сори, отвлекся, у меня тут какой-то телефон пищит, уведомление куда-то приходит. Какой телефон, не понятно. Все, нашел. Вот, все. Продолжаем, да, то есть как раз-таки к Джексон Холл, да, уже вот 20 числа августа. Мы про это еще поговорим, поэтому вы можете использовать тайм-коды, включайте в любом случае ускоренный режим, ну, желательно от начала до конца посмотрите, потому что, ну, я какие-то лекции читать не буду, апдейты, понятно, и события важны, и недельный таймфрейм посмотрим, естественно, да, что мы разбирали в видеоролике про абсолютное дно, вот, посмотрим, как там сейчас все это выглядит. Нисходящая трендовая, в общем, здесь идеально отработал. Причем пробили эту трендовую, сходили к следующей трендовой. Следующая трендовая выше, это уже ковидная. Вот эта красная линия, это ковидная трендовая линия. Я думаю, координаты вы знаете. 13 марта 20, 8 октября 20. Вот. Синяя трендовая пересечение, это уже трендовая 30 декабря 22 и 11 сентября 23 здесь. 22 год. Я показывал до движухи, до всей этой движухи, да, то есть пост сделал еще раз. Сейчас, да, как это все происходило, и 22 год. Прям один в один. Под копирку, да? Под копирку. Причем пересечение, тоже пересечение трендовых линий. Вот здесь. Ну, здесь повысилась волатильность, но снижением, обновлением дна. Немного обновили дно. Вот. И на скаме FTX, если вы помните. Да, хотя все так начиналось тут неплохо. До скама FTX, обратите внимание. Причем так
Вот как сейчас, да, чем что-то напоминает. И потом Сэм всем поднасрал. Сэм Бэнкман-Фрид. Биржа FTX соскамилась. Ну, сходили немного ниже. Вот, прям один в один. Вот он, 22 год. Также пересечение трендовых. Ну, здесь пересечение трендовых, прям самый край, это было там ноябрь 22 года. Вот, короче, осень. Вот такой здесь расклад. Вот, так, далее, что еще актуально? Фибоначчи. Фибоначчи по ТС 80 на 20, есть ли смысл строить, скажу сразу нет, вот на это движение, потому что нет никакого отката, абсолютно безоткатный рост при коррекции. В рамках правил ТС я обновлю Фибо и пришлю в канал. Пока здесь просто, ну, на шару строить, можно там по классическому техническому анализу, если вы этим занимаетесь, строить. Вот, но по ТС, по которой я торгую, инвестирую, ну, соответственно, пока что рано. Вот поэтому, как только это станет актуально, я это сделаю. Сейчас мы также у трендовых. У трендовых, волатильность у трендовых, видите, да, то есть здесь эта самая движуха продолжается, но уже более локально. Вот, прям совсем глобально это, если уже пробиваем вот это скопление трендовых линий, то выше уже 105 тысяч долларов. Ну да, 102, 105 тысяч долларов, вот здесь. Дотянули, я додержу ту часть позиции, лонг-позиции до 100 с лишним тысяч долларов, ну хотя бы до 100, хотя бы. Не знаю, то есть я сейчас, давайте не буду, как сказать, я не решил. Давайте, ну, короче, давайте не буду тянуть, просто скажу, я не решил, не знаю, пока не знаю. Вот, у меня главное стоп-лосс без убыток есть, гарантированный 125% прибыли с этой позиции есть, и все хорошо. Да, те люди, которые там в прошлый раз впервые за несколько лет потеряли, если повторяли за мной, получили стоп-лосс, да, или ликвидацию, если вы от ликвидации работали, учитывая, понятно, риск-менеджмент, мани-менеджмент, расстроились, вошли в новую позицию, если у вас не было усреднения, да, то, впрочем-то, я думаю, что вы уже, как сказать, уже настроение иное, да, хотя, опять же, трейдинг не должен влиять никоим образом на настроение, если у вас как бы на настроение влияет, на эмоции и все в этом духе, это уже скорее не трейдинг, да, уже больше там, ближе к лудомании, какой казино, рулетка, ну уж явно не трейдинг, не рутина и все в этом духе. 65 946. Это средняя стоимость, средняя цена входа, если у вас было усреднение на 58 782. 65, сколько там? 65 946. Пятое плечо, ну вот плюс 20% умножить на 5, 100% у вас как раз-таки при тесте 79 тысяч долларов с копейками, вот здесь было ровно 100%. Какое решение приняли, хотите, напишите в комментах, хотите, не пишите, если у вас произошло усреднение на Bybit, может, вы закрыли половину позиции при 100% прибыли, либо все закрыли, можете, ну, там, поделиться своим опытом, что у вас было на Bybit. Бывали ликвидация или сработало сначала усреднение. У многих сработало усреднение. Почему у меня ликвидация? Почему у меня потеря позиции? Хотя я, опять же, я сторонник исхода сделки. То есть я лучше получу ликвидацию, да, потеряю позицию, чем буду усредняться. Я это уже объяснял. Я записывал голосовые сообщения в свой авторский канал и так далее. То есть усредняться, доливать маржу и все в этом духе я такое не практикую. 115 раз объяснял, почему. Вот, в общем, по трендовым давайте некоторые итоги. Фибоначчи на это движение смысла строить сейчас нет. На шару кидать наугад просто на глаз я этим не занимаюсь. Если вы занимаетесь, ну, как бы окей. Где сейчас биткоин? У трендовых линий, у ковидной, принципиальной, да, ковидной трендовой, у трендовой, ну, в принципе, вот оно, вот и не скопление трендовых. Впрочем-то, вот эту трендовую можно единственно убрать. Она уже не актуальна. Почему она не актуальна, вы знаете, если смотрели видео по трендовым. Вот. Можно оставить ковидную трендовую, я же оставил, вы скажете, да, почему же это убрал? Ну, потому что ковидная трендовая с локальной трендовой, ну, ребят, как бы вы же понимаете, да. Вот, ковидную трендовую я показывал на эфире, вы помните, как отлично, замечательно она отрабатывает, да, и на биткоине. Вот она идет таким образом. Поэтому я решил ее оставить еще очень давно. Ну, очень давно принял решение с ней считаться, естественно. Вот. В общем, по трендовым, по Фибоначчи сейчас так. Дальше. Так, сейчас... Так, какие еще вопросы были? Писали про price action, про свечку пин-бар. Есть ли она сейчас, можно ли, опять же,
подобный вопрос, наверное, людей, ребят, кто не заходил в лонг-позицию, можно ли шортить, потому что у нас формируется пин-бар. Ну, вообще при таких волатильных движениях, при серьезных движениях, при остановках у трендовых линий, ну, такие свечки как бы не являются сигналом. Да, то есть не являются каким-то сигналом. Я к ним честно отношусь, ну, как сказать, с недоверием, да, потому что, ну, извините меня, биткоин прошел на сколько? До трендовых линий на 23, 20, там, 30%, да, 25-30%, и в моменте, там, внутри дня формировать и продолжать формировать вот эти безумные бычьи свечи, там, вплоть до $200 тысяч, ну, наверное, такого не будет, поэтому сейчас же воспринимать внутри дня свечку, которая еще даже не сформировалась в 3 часа ночи по Москве закрытие, да, на дневном таймфрейме, и сразу первый же пин-бар начинать шортить, ну, на мой взгляд, такая себе стратегия. Если же у вас есть, да, определенные условия для входа в сделку, да, у любого трейдера, работающего по стратегии, соответственно, условия в сделку есть сделка. Нет условий, нет сделки, да, соответственно, то, пожалуйста, можно подождать пин-бар. Ой, пин-бар, PPR, да, сетап PPR вы знаете, то есть, ну, по крайней мере, мы подождем здесь пин-бар, свечку, да, может быть, она вообще с черным телом, да, с медвежьим телом закроется. Вот, и тогда смотреть уже на перекрытие вот этой свечи. Для кого-то PPR это если следующая свечка, то есть получается уже завтра, да, уже послезавтра, 3 часа ночи, которая закроется, если она перекроет открытие свечи от 24 августа, это будет являться PPR. Кто-то будет ждать обновления вот этого лоя, минимума 24 августа. Вот, но опять же, я по своему не то чтобы сужу, я просто, ну, говорю как есть, да, я пока что в позиции, то есть я до конца не закрыл. Вот, вблизи трендовых линий, тем более при таких серьезных, мощных движениях за считанные дни, рассчитывать на то, что вот там первый же сетап отработает идеально, ну, не стоит. Опять же, если в вашей ТС это прописано, то действуйте просто в рамках торговой стратегии, никого не слушайте, что логично. Вот, поэтому... будем смотреть. Будем смотреть. Ну, вот, кстати, обратите внимание, мы здесь к трендовой линии, вот здесь же, да, возвращались, вот здесь. Вот. Ну, хотя это уже был не первый тест. Это же у нас первый тест, а здесь-то уже нет. Здесь раз пытались вернуться, да, 4 марта, здесь пытались вернуться. Откат с 3-го раза пробили. Ну, сколько здесь этих пин-баров? Сколько здесь PPR-ов? Хотят без убытка, наверное, пошортить, как вариант можно рассмотреть. Вот, возможно, я этим займусь, если закрою остаток позиции. Возможно, я этим и займусь. Возможно. Но опять же, я буду смотреть на зону дисбаланса выше, там, на трендовые линии, на price action, на внешний фон, на фундаментал и все в этом духе. На события, которые у нас ждут нас впереди. Давайте, я хочу отвлечься от графиков, потому что у нас впереди наш любимый, особенно для старичков, максимально важный недельный таймфрейм, недельный Фибоначчи. Вот как раз-таки все те видео про формирование дна, которые я записывал, они были посвящены этому. Кому интересно, можете посмотреть там прошлые видео, по крайней мере, по тайм-кодам, посмотреть, где там речь про недельку. Вот, думаю, будет очень полезно, чтобы, ну, если вы впервые на канале, чтобы быть максимально в контексте, да, чтобы понимать даже уже там с полуслова. Ну, скорее, это уже старичкам уж точно не составит никакого труда. Да. Так, давайте. Ну, разочарование, паника. Так, что я хотел? На чем мы остановились? Что было вообще с прошлого обзора? Про ликвидацию Strategy компании здесь многие писали, да, выходила неплохая статья от 7 июля, прочитайте, да, про Strategy. Так, текущий рынок, ну, здесь я комментировал, почему рынку плевать на такую движуху. Здесь объяснение, почему нефть растет, напряженность в Иране, связанная с Ираном, со Штатами, с Израилем, она вновь, так скажем, ну, началась, да, или продолжилась какая-то более-менее острая фаза, вот, но рынку плевать. Да, почему плевать, я здесь объясню, можете послушать. Вот тут все дело, опять же, в той же инфляции, да, липкая инфляция ну, если вкратце я скажу, липкая инфляция не произошло, это самое важное.
Вот, то есть рынок уже, ну, грубо будет звучать, но тем не менее уже проглотил все те самые риски, да, которые были тогда или есть сейчас, связанные с Ираном. Понятно, там про Третью мировую не актуально говорить, это скорее уже, ну, скорее она уже идет, но я имею в виду, что там про ядерку, еще про что-то. Просто бывают приколы, мне даже ребята пишут, да, выдели зону интереса в случае, если какая-либо из стран применит ядерное оружие. Вот, я думаю, плевать всем будет на зону интереса. Не факт, что мы сможем зайти в интернет, да, или там на какую-либо биржу, и мы в первую очередь будем думать с вами, как выжить, да, или в безопасном ли мы месте находимся. Мы находимся, наши близкие, наши семьи, поэтому, я думаю, всем будет насрать на биткоин, на зону интереса, на то, чтобы откупить и так далее. Ну, хорошо, может, не всем, но большинству, наверное, большинство будет думать о другом. Вот. Вот, что еще? Ну вот 20 числа августа, Кевин Уорш, Джексон Холл, сейчас к этому перейдем. Международный розыск Павел Дуров. Ладно, это уже 29 июля, это уже чуть ли не месяц назад. Тут уже нечего комментировать, все хедлайны вы видели, и в крипто хедлайнс эти новости попадали. Вот, поэтому можете также подписаться здесь и по крипте, естественно, приоритет по нейронкам, по искусственному интеллекту, ну, по какому-нибудь, потому что может влиять на рынки или потому что большую часть аудитории интересует, здесь информация будет выходить в режиме реального времени, да, или максимально оперативно. Поэтому здесь Crypto Headlines не забудьте также закрепить в Telegram. Вот. Так, ну еще здесь голосовой, так дальше. Ну, я имею в виду там Павел Дуров, нейронки. Ну здесь, да, мне писали, и некоторые специалисты, эксперты по нейронкам обиделись или, не знаю, пытались меня засрать, унизив, сказать, ты здесь, конечно, наговорил ерунды, да, по поводу использования Claude, чата GPT. Но я в этом же аудиосообщении, да, сказал о том, что если работать, ну, так скажем, без Клода код или без кодекс, то можно примитивно вот перетаскивать вот эти самые папки между нейронками, да, можно так работать, как начальный уровень. Естественно, если мы говорим о профессиональном программировании, то не составит труда многим, в принципе, у кого есть доступ к нейронкам, ну, не дешевые тарифы, там, от 100 евро в месяц, да, если мы говорим про, или примерно 100 евро в месяц, чат GPT, там, Claude, естественно, там можно использовать чат GPT. Ну, я бы так делал. Я так делаю, да. Скорее, те же промпты. Бывает, что промпт или техническое задание при создании чего-либо, неважно чего, это техническое задание может, ну, быть там, я не знаю, на 4 листа А4. Вы же не будете сидеть писать, правильно? То есть архитектором вашего проекта, любого, или вашей задачи, того, что вы хотите сделать, или попробовать, да, изобрести что-то, вы можете назначить просто чат GPT. Именно чат создать проектом в очень высоком режиме, да, соответственно, работать. И чат GPT будет писать все эти промпты технические, да тем более для программирования это не так легко, и там тот же специалист, и эксперт, и программист, ну, как бы у него идет на это, может уйти на большой промпт, там, часы, чат GPT быстрее напишет. А если уже шарите, ну, понятное дело, Claude Code, кодекс хорош, очень хорош. Тем более в связке с Claude Code, и можете потестить, через курсор использовать там Grok 4.6. Вот, китайский я лично не использую. Вот. Я лично не использую, но думаю, в ближайшее время попробовать. А так, конечно, вы можете в чат GPT спросить, как сделать, вот как использовать Claude Code, как использовать кодекс, как правильно это делать, но можете и не спрашивать, просто назначить чат GPT архитектором вашего проекта, и он вам все сам расскажет, что скачать, как подключить, что отправить, промпт, не промпт, какую папку, ветку, режим и так далее. Единственный кодекс в ультра, в этом режиме, да, с субагентами, он может часто отрубаться, да, если промпт, техническое задание чата GPT, архитектора вашего проекта, он будет связан с какой-то, ну, с тестами, с атаками и так далее. Вот есть тезис, на который кодекс реагирует, он просто отрубается и говорит, что что-то вы небезопасно делаете, и все в этом духе. Поэтому здесь, если примитивно, то я сказал, да, как начально, ну, с чего можно начинать. Вот, поделился своим опытом. Естественно, уже дальше Claude Code, кодекс, там, курсор и все в этом духе.
Это регулирование. Путин подписал закон о крипте. Это новая статья 282-283 ФЗ. Обязательно прочитайте, потому что здесь уже, как его называется, все актуально. Уже здесь. Потом переходите, смотрите. Если вы гражданин России, то в любом случае. Вот про шизу, что убрали, что важно. Ну, в общем, все впереди. Давайте не буду перечитывать, можете зайти посмотреть. Ну, дальше движуха. Движуха 19 августа. Или даже она раньше началась, да? Это я 19 августа пост оставил. Вот. Первая зона дисбаланса. Вот здесь у зоны дисбаланса продавца точки входа лонг нет и быть не может. Что менеджерам бывает, вы присылаете сообщение, что ребята из премиум, мы уже сколько лет, с 2019 года это проходим. У зоны дисбаланса покупателя рассматриваются точки входа в лонг, у зоны дисбаланса продавца шорт рассматривается, да, то есть вы можете зайти в шорт, но ни в коем случае не в лонг. Здесь на шару можно войти и сказать: о, движуха началась, вхожу в лонг, там, неважно с каким плечом, потому что растет. Да, но опять же, если мы говорим про стратегию работы с зонами дисбаланса, таких точек входа не существует. Их быть не может. Вы хоть локально здесь найдите, у вас старший таймфрейм, на старшем таймфрейме дневная или 4-часовая зона дисбаланса, вы здесь заходите на 5-минутку, в зоне продавца ищете лонг. Да, можно, если вы внутри дня торгуете. Но опять же, если вы среднесрочно заходите в сделку, ну, о чем речь? Если вы торгуете внутри дня, там, с 20-м, с 25-м, с 100-м плечом, ну да, там и, в принципе, для минутного таймфрейма другие зоны дисбаланса старшие, да, хотя вы должны все равно иметь в виду, что мы находимся в зоне продавца. Вот, поэтому здесь, да, либо шорт, либо закрытие лонг-позиции, либо частичное закрытие, либо полное закрытие, либо, я не знаю, стоп-лосс двигать, да, трейлинг-стоп и все в этом духе. Вот, что еще. И переходим, сейчас потерпите немножко, до недельки дойдем. Я что-то не хотел делать большой видеоролик, хотя вы знаете, да, когда я обещаю небольшой видеоролик, получается как минимум полчаса, даже порой 40 минут, ну, ладно, ускоренный режим 1.75 не забывайте включать. Так, давайте перейдем к внешке. Вообще, что нас ждет впереди? Так, ChatGPT. Я попросил его это все дело расписать. Хотя это в Crypto Headlines тоже все было. И календарь был, вы знаете, да, и что там с Трампом, и публикации, и Hyperliquid, и стратегические покупки биткоина, и все в этом духе, и про отчеты на видео, все было. Просто, опять же, сейчас с поста на пост прыгать не очень хочется, с публикации на публикацию, но, тем не менее, в Crypto Headlines там по ключевым словам также можете полазить. Так, 26 августа, то есть завтра у нас инфляция, завтра ВВП, второй квартал, получается, там второе или третье чтение, пересмотр ВВП за второй квартал. Мне кажется, третье почему-то чтение. Где-то я читал, что второе, но, в общем, ВВП здесь есть нюансик. И хорошо бы отработать на самом деле вниз. Прошлые данные здесь была слабость. Пересмотр в сторону понижения, да, 1,5%. 1,5%. Квартал к кварталу. Ну, в идеале, да. Я не могу сказать, что вот если мы увидим там 1%, то точно ставку не будут повышать. Но, опять же, я считаю и считал, и это неоднократно проговорил, что мы еще с вами, естественно, не видим там, что рынок прайсит там снижение ставки, да, печатный станок. Хотя уже появились позитивные новости о том, что уже есть количественное смягчение. Облигации скупаются вдвойне, да, более быстрыми темпами, более высокими объемами. Это тоже вы могли видеть в Crypto Headlines, поэтому, по сути-то, уже эта вся история смягчается. Как бы ставку поднимать на 25 пунктов, на 50 пунктов. Ну, на 50 пунктов вряд ли будут поднимать сразу, но, тем не менее, в этом большого смысла нет. Плюс лаг влияния — это 6-8 месяцев. Ну, поэтому стратегически непонятно, что будет расчет. Если Кейн Вош и председатель ФРС примут решение поднять ставку. Ну, просто, знаете, как плюсик, если ВВП пересмотрит, и там будет не 1,5, а уже там 1,3 или 1%, то это будет еще лучше. Еще лучше. Вот. Так, далее, где там чат? Это вообще видно? Сейчас прошу прощения, если не видно. Вроде... все, в экран влезает, все хорошо. Монтажа у меня нет, поэтому приходится, да, без этого. Приходится, как сказать, окна перетаскивать и все в этом духе.
Так, 26... Отчет NVIDIA. Самая дорогая компания по капитализации. 26 августа в 23:20 будет отчет. Ну, времени не факт, что точно, может 23:15, 23:10, 23:25. Там бывает, что узнаешь, 23:20, а может выйти чуть раньше или чуть позже. Вот. Ну и конференция уже там после ночи. Поэтому здесь высокая волатильность. Завтра уже в ночное время. Ну или для кого-то вечернее, у кого-то утро, день, 26 августа. Поэтому здесь может на этом вырасти волатильность всех рынков, естественно, и, конечно же, биткоин может потрясти. Джексон Холл, тот самый, про который я речь, уже заводил еще ранее, да, когда мы обсуждали с вами вот этот мертвый флэт, мертвый рынок, что вот, по сути, приходится ждать... Ой, на клавиатуру нажал. Приходится ждать, соответственно, уже август, да, уже 20 числа. Вот. Там и Кевин Вош будут выступать, и другие банкиры. Вот, и, понятно, инфляция, рынок труда, там, облигации, количественное смягчение, ужесточение, ставки, все это будет также обсуждаться. Кевин Вош должен выступить, вот, и причем официальная тема, которую я также уже озвучивал, да, это инновации в финансах, именно повестка связана с платежами. С платежами, с регулированием этой всей истории, поэтому по стейблкоинам, по крипторынку могут появиться неплохие хедлайны по регулированию, Clarity Act, что вот недавно, да, призывал Трамп побыстрее это все дело, так скажем, запустить. Вот, анонсы, апдейты и все в этом духе. В общем, 27-29 августа. Вот, раз сентябрь затронули, посмотрим CPI США. Так, индекс потребцен 11 сентября выйдет. Инфляционный релиз перед ФРС. Угу. Ну и Clarity Act. Голосование в Сенате тоже не так давно стало известно, что 15 сентября это все пройдет. И в Crypto Headlines на эту тему в 21:15 по Москве или раньше, или позже могут перенести. Все что угодно может произойти. Это вы также увидите. Вот, это по событиям, по ближайшим событиям. А по тому, что, опять же, позитивного было, даже можно вот в Crypto Headlines, в принципе, зайти, да, Трамп написать. Этого будет достаточно. Вот, по Трампу что у нас? Да, заявление от 19 августа и CFTC, и работает над выводом Hyperliquid на рынок. Вот, необходимо, чтобы Конгресс принял законопроект о структуре крипторынка. США рассматривают возможность покупки значительных объемов BTC и другой крипты, но в больших объемах этого не будет, этого скорее не произойдет. Как-то Трамп обещал это все дело запустить. Мы там считали, если вы помните, да, и вышло. Как бы объемы ни на что не повлияют. Как прецедент, да, это будет позитив, это будет хорошо. Вот, но как-то там, я не помню точно, я сейчас не хочу даже вспоминать, какой-то объем озвучивали в год. Там что-то выходило там порядка, не помню, 7 или 8, сколько там, тысяч в месяц, не в день. Да, даже 8 тысяч биткоинов там проторговки в день, как бы это не... Это много, да, но это не рекордный показатель. Поэтому 7, 8, там 10 тысяч биткоинов в месяц, если будет покупать правительство США, это будет неплохой прецедент, это будет плюс, это будет еще один покупатель, помимо американских компаний, там, Strategy и все в этом духе. Хотя Strategy уже открестились, да, от этого тезиса о том, что никогда не будут продавать биткоин. Будут продавать, могут продавать, да, и, соответственно, здоровье их ценных бумаг, который запустил Майкл Сейлор и кичится этим каждый день в своем твиттере, для него, естественно, и для всей этой компании куда важнее. Вот. Поэтому здесь, да, было немало позитива, которые касались и Clarity Act, регуляторки, вот, и выступление Трампа. Вот, выступление Трампа. Октябрь. До октября еще дожить нужно, еще даже сентябрь не наступил. Октобер уже ждут. Вот, бычий рынок в крипте, все в этом духе. Так, что у нас тут? Нейронка еще выдала 18 августа. SEC предлагает, да, для крипторынка. Это SEC, да, если даже Clarity Act и глава SEC, да, об этом сообщал, то будет все равно какая-то регуляторная вот это, какой-то законопроект, то есть и без Clarity Act это все будут запускать. Конечно, это не возродит кучу огромную альткоинов, вот, это не станет там каким-то безумным триггером для роста всего рынка,
вот, всего рынка, ну, или там широкого рынка альткоинов. Но, тем не менее, это плюс. Это плюс для поддержания рынка, ну, по крайней мере, на месте, да, чтобы не было новых кровавых слез. Хотя сейчас, опять же, все, ну, как бы индивидуально, да. Все индивидуально, проекты закрываются, прекращают свою деятельность, скамятся, хакеры не дремлют, ну, тем более с нейронками это все сейчас куда проще сделать, все эти атаки, и нейронка сама может выйти в сеть, там, нагнуть пару-тройку компаний, да, и вернуться домой. Поэтому здесь, конечно, чуть ли не на ежедневной основе происходят эти самые взломы. Вот, ну и проектов, в целом проектов, блокчейнов огромное количество, да, и суть даже не в том, что там высокая конкуренция, суть в том, что просто эти проекты, блокчейны в большей своей степени, они никому не нужны. Вот, поэтому все эти, да, криптозаконопроекты, это плюс, как бы станет ли это триггером широкомасштабного, безумного, бычьего, там, ну, понятно, что бычьего альтсезона, я в этом сильно сомневаюсь. Поэтому здесь скорее я бы не ставил бы сейчас на то, что вот мы там в ближайшие дни с ростом биткоина увидим какой-то безумный рост альткоинов, всех альткоинов, там, широкого рынка, топ-50 условно, и все в этом духе. Вот я бы на это, откровенно говоря, не ставил. Ну, скорее уже, если мы говорим о сезонности, то это уже... Ну да, с октября и дальше посмотрим. Там промежуточные выборы еще будут причиной для, так скажем, для шоковых терапий, да, и учитывая, что у нас фондовый рынок на максимумах, поэтому здесь достаточно биткоину не так сильно корректироваться, да, не так сильно снизиться от этого роста или скорректироваться, да, просто откатиться, и там какие-нибудь альткоины в очередной раз обновят дно или просто вернуться к тем же отметкам, с которых, впрочем-то, начался весь этот августовский рост. Вот, поэтому пока расклад по альткоинам неутешительный. 19 августа, так, самый насыщенный день криптодень, что там? Это было, да, в Белом доме собирались руководители различных компаний. Что там делает Ripple? Что Ripple? Не знаю, сколько месяцев прошло, уже не первый год. Да, я на Ripple, мягко говоря, много заработал. Если бы не Ripple, ситуация была бы в разы хуже, если мы говорим про альткоины. Вот прям удручающе. Но Ripple вытянул, можно сказать, весь портфель из глубокой задницы в свое время. И за это, да, плюс. Но в целом, если мы говорим про компанию Ripple, про то, что они запускали, там вот эти, можно сказать, пилотный проект, где это все? Как бы зачем это все? И стейблкоины, и продукты, там, партнерства, и кто вообще использует блокчейн Ripple? Зачем эта компания нужна? И так далее. Потом здесь у Ripple, мягко говоря, в принципе, любая компания сейчас может являться конкурентом. Любая компания. И у Ripple какой-то сверхуникальности в этом плане, конечно, уже нет. В свое время, да, был тезис, да, когда все было в новинку, когда, Ripple, там, ничего себе, это разграниченные платежи. В принципе, это словосочетание использовали исключительно в основном, да, именно с блокчейном Ripple. Вот. Ну, а потом произошло то, что произошло. Да, и стейблкоины появились. Ну, они и ранее были, но уже, так скажем, развитие продолжилось, да, и со всякими банковскими интеграциями, лицензиями, запусками и все в этом духе. Опять же, вопрос актуален. Зачем Ripple? Зачем эта компания нужна? Вот. Зачем этот блокчейн нужен? Ну, посмотрим, ладно. У меня есть еще часть Ripple, вы знаете, там в авторском канале хэштег XRP можете написать, посмотреть. Да, про CFTC также были публикации. Дональд Трамп про это писал. Да, CFTC, новый финансовый мир, после 21 августа, заявление Майкла Селлига. Вот, если продолжить затягивать законопроект Clarity Act, да, CFTC воспользуется существующим полномочиями, самостоятельно начнет создавать режим регулирования крипторынка. Но, в общем, по регуляторке было немало позитива. Да, и Дональд Трамп, и отдельно CFTC, и глава SEC, в общем, все готовы в позитивном ключе, так скажем, да, или через эти самые благоприятные для крипторынка рычаги этим всем заниматься. Это
регулировать, открывать компании. Ну, много информации было. Мы сейчас, если все посты начнем смотреть, это минут на 40. Вот. Плюс скрытое QE, да, количественное смягчение. Вот, расширил баланс через РМП. Вот, начались после того, как в конце 25-го, ну, пришел вывод, что банковские резервы приблизились к Ample. Я не помню, как Ample уровень переводится, ну ладно. Вот. Хотя Кевин Уорш, он вообще противник раздутия баланса ФРС. Но опять же, все будет зависеть от ситуации. Понятно, что ФРС переобуется очень быстро. ФРС будет действовать так же, как и раньше. Неважно, Кевин Уорш, Джером Паул, вообще не имеет значения, кто там сейчас является главой Федеральной резервной системы. Да, новый подход, который предлагает Кейн Уорш, инициативной группы, он обещал отчитываться, что все-таки все думали, что будет все непрозрачно, никто ничего нам не будет рассказывать. Но будет рассказывать, он обещал это сделать на Джексон Холл, в эти дни это все будет, что-то будет доложено, там даже этот основатель Андерсон Хоровиц, да, фонда вступил в одну из рабочих групп. Хотя там речь больше про искусственный интеллект, потому что все деньги сейчас, естественно, в искусственном интеллекте, да, все, что связано там, с нейронками, с этими LM-моделями и так далее. Все деньги там. Ну, большая их часть, понятно, там. Вот, поэтому там про крипто, на самом деле, это рабочая группах, насколько я знаю, там, ну, не было таких тезисов. Ну, посмотрим, опять же, про финансовые вот эти всякие платежи, инновации в платежах, Джексон Холл, симпозиум, вот эта вся история была на повестке. Она есть на повестке, поэтому мы будем внимательно смотреть. Ну и редакция Crypto Headlines будет публиковать актуальные посты. Поэтому подпишитесь, не забудьте, потому что скоро это все дело уже начнется. Вот. Минфин США 19 августа, да, объявили, что... Минфин постили же вроде. Нет, разве? 19 августа. Да, $1 триллион для выкупа облигаций. Бессент, говорящая голова Минфина. Так, и... Ну ладно, давайте зачитывать пост не буду. Да, вы это видели в Crypto Headlines. Можете здесь на паузу нажать. В общем, ребят, опять же, рыночные ожидания не сейчас, как сказать, не стыкуются с тем, что вот-вот у нас начнется печатный станок. Печатный станок не начнется вот-вот просто так, ниоткуда, когда все хорошо. Мы это с вами так понимаем. Вот, поэтому рано или поздно, учитывая, что в США все еще слабый покупатель, слабый потребитель, и это, ну, конечно же, многих стран касается, и я бы сказал, в большинстве стран, в отличие от США, ситуация и картина складывается куда хуже, в разы или в десятки раз. Народ беднеет, да, и беднеет куда быстрее, чем это в США происходит, но, тем не менее, в США по огромному количеству тех же опросов и показателей, и макроданных, все, ну, как бы дела обстоят не очень хорошо. Поэтому куда повышать ставку? Зачем повышать ставку? Ужесточать все это дело, когда ситуация не... Она контролируемая, но не далеко не идеальная. Ну, как бы я не понимаю. Поэтому здесь, да, мы не говорим про резкий разворот, но, тем не менее, про плавную, так скажем, снижение ставок в будущем, в том же 2027 году, может раньше, да, может быть и про резкое снижение ставок, если произойдет какой-то мини-черный лебедь, технический черный лебедь, спектакль, как это было в марте 23-го. Пожалуйста, подойдет все что угодно, там без разницы что-нибудь устроите, выдайте там хреновые данные по рынку труда, и в принципе всех это устроит. Вот, хотя и при плохих данных рынка труда, ну что там, сразу резать по 50 пунктов маловероятно, что будут ставку. Вот. Но, тем не менее, начнется уже эпопея, связанная с тем, что рыночные ожидания начнут пересматривать в сторону снижения ставки, да, на 25 пунктов, а может быть когда-нибудь и на 50 пунктов и так далее. Вот. При серьезном, что-то серьезное, если произойдет, мы также знаем с вами, прецедентов было более чем, да, не только COVID-19, но и тот же 23 год, да, пожалуйста, за выходные дни собрались ФРСники, Минфин США, тогда еще Джанет Йеллен, тогда еще Джером Паул, наш любимый старичок, так скажем, да, с 19 года мы с ним. Вот. Соберутся и решат, пожалуйста. Баланс сегодня, я не помню, какой баланс, ну, короче, плюс 300-500 миллиардов долларов за пару выходных дней, это не проблема. Поэтому здесь печатный станок — это вопрос времени. Скорее, вопрос и времени, и той ситуации, которую, ну, разыграют в Штатах.
Может, и не разыграют. Да, может, действительно все будет плохо. Я бы сказал так, что сейчас действительно все не очень хорошо. Это самое не очень хорошо. От не очень хорошо до плохо, ну, как бы один шаг. Поэтому здесь закладываться в ястребиную вечную политику ФРС, в повышение ставок, в нисходящий долгосрочный тренд на основании того, что ФРС будет уничтожать рынок, ну, я бы не стал. Они проглотили Трампа с Ираном, на секундочку, да, и с растущей нефтью. Что же они сделают с тем ФРС, который есть здесь и сейчас, с их действиями, да, при каком-то там черном лебеде, вынесем в кавычки, да. Да выкупят все. Все выкупят. Тем более на биткоин еще это никоим образом позитивно не влияло. То движение, которое мы увидели, это вообще, 30%, да, это классно, это круто, но, ребят, $80 тысяч. Печатный станок, мягкое ДКП, 100 тысяч, 120, обновление хая, тоже вопрос. Скорее времени. Про формирование дна я бы, видео вы знаете, я записываю не постфактум здесь. Я писал видео про формирование дна неоднократно, и последнее видео абсолютное дно. Можете также пересмотреть. Поэтому здесь по графику, скорее я на график, понятно, в приоритете смотрю, а не так бы, что там давайте-ка подумаем или с вами пофантазируем на тему того, что будет являться черным лебедем. Да, ядерное оружие или, я не знаю, ухудшение ситуации на рынке труда в США, да, или новая пандемия и так далее. Это уже скорее конспирологический интересный контент, интересный для определенного круга лиц, для огромного количества людей, да, потому что конспирология всегда набирает много, вот. Но это все ерунда. Поэтому здесь давайте пойдем дальше. Я не знаю, там стоит ли открывать. Сейчас, секунду. Стоит ли дальше идти? Понятно, ребят, я уж не стал останавливаться. Вы могли там заметить краем глаза, там, токенизация, да, там, стейблкоины и все в этом духе. Это все развивается, это не, там нет какой-то серьезной остановки. Чуть ли не каждый день, там, каждую неделю появляются неплохие апдейты касаемо каких-то инвестиционных компаний, запусков, там, свои стейблкоины, эти альянсы банков, там, что-то запускают и все в этом духе. Часть информации там выходит, более-менее важной в крипто headlines. То есть эта вся история не стопорится. Но опять же, там больше это все касается именно стейблкоинов. Вот. Стейблкоины в токенизации. Хорошо, давайте так. А в токенизации триггеры для того, чтобы люди побежали покупать токены, мы тоже это с вами проходили. Немалое количество неплохих проектов. Даже вот есть блокчейны, которые... Тот же Plume Network, да, то есть они вот исключительно для токенизированных проектов создавались, для токенизации. Вот, помимо Plume Network есть и другие блокчейны. Но в то же время, хорошо, запустили токенизированный какой-то продукт. Да, здорово. Те же токенизированные акции. Допустим, те же SpaceX можно на Bybit купить, можно вывести. Да, то тоже это есть. Вот. И на децентрализованных площадках. Да, триггером что является? Что триггером является на таком рынке к росту этих монет? Поэтому здесь все стало жестче, все стало, опять же, более требовать доказательств, да, того, что та же токеномика, если прям совсем по верхам брать, ту же токеномику с разлоками готов кто-то выкупать. Если готов выкупать, точнее, если, или как сказать, кто готов выкупать, почему должны выкупать, и все в этом духе, да, потому что многие проекты сейчас, у них инфляция просто зашкаливает. Там нужно зарабатывать миллиарды долларов в год для того, чтобы выходить в плюс. Если мы уж, ладно, не говорим про миллиарды, сотни миллионов. А большая часть проектов там порой $1000 в день не зарабатывают. 30 тысяч, 20, 10 тысяч долларов в месяц. О каких миллионах идет речь? Поэтому кто эти разлоки откупает? Кто готов выкупать? Как мы видим, уже не первый год никто. Да? Не первый год. Соответственно, альткоины просто в рамках, опять же, той же, элементарно взять той же токеномики, там майнинг, не майнинг, неважно. Разлоки просто мало кто выкупает.
как бы причин, если нет, ну, не выкупают. А протоколы, проекты, блокчейны не зарабатывают деньги. Да, и те же байбеки не спасают ситуацию. А если байбеки есть, то они мизерные, они даже не покрывают этот самый разлог. То есть токенов появляется дохрениллиард, вот, а прибыли нет. Откуда ей взяться, тоже непонятно. Ну, запускать какой-то примитив, в который там вольется пару сотен лудоманов, ну, это не работает. Не 21 год на дворе. Поэтому здесь вот эта большая вся история, которая ранее была актуальна, она сдулась, и здесь сейчас все в индивидуальном порядке, так скажем, под микроскопом или, да даже не под микроскопом, просто мы с вами видим, смотрим, что с каким проектом происходит. Если есть какой-то позитив, действительно триггеры просто, ну, что-то происходит. Но опять же, там до тех же октябрьских цен 2025 года иксы, да, если не 10 иксов, по различным проектам бывает и 3-5 иксов, бывает уже и десятки иксов, там 10, 15, 20. Вот, поэтому здесь, опять же, по широкому рынку, по альткоинам, впрочем, здесь скорее уже не стоит смотреть на широкий рынок, стоит смотреть уже на индивидуально те монеты, которые есть в портфелях, да, и, ну, можно сказать, не рассчитывать, а надеяться на то, что будет их воскрешение. Не всех монет, естественно, 10 из 10 такого не будет, но тем не менее. Порой достаточно держать в портфеле хотя бы там, одну монету, да, две монеты там, из 25 условных, да, которые могут вытянуть весь портфель. Там либо без убыток, либо в плюс. Порой даже в очень неплохой плюс. Поэтому я надеюсь или желаю, чтобы у вас такие монеты в портфеле были. Вот. Что-то я немножко затянул. Давайте пойдем к недельному таймфрейму. Так, предлагаю далеко за час не вылетать по таймингу этого видео. Про альткоин мы еще поговорим. Ну, понятно, ситуация в целом глобально, она плачевная, то есть я здесь не передаю чего-то, странную какую-то атмосферу. Так скажем, вы видите, что с рынком, да? Уже не первый год происходит именно с альткоинами. То есть, будут еще и голосовые сообщения, все как обычно, да, то есть тот же телеграм-канал, я порой не пост пишу, а именно голосовые сообщения или видеоролики, которые я посвящу там часть приличную альткоину, мы посмотрим различные графики. Вот это будет. Вот какие-то графики я выкладываю просто в канале, то есть это тоже есть с комментариями. Просто сейчас в целом в этом видео речь про биткоин, про именно там по трейдингу, про недельный таймфрейм, про те события, которые нас ждут, что произойдет впереди. Поэтому здесь мельком прошлись по монетам. Вот, описали текущую ситуацию. И давайте неделька. По недельке здесь для стопроцентного контекста не обязательно все прошлые видеоролики или там последние 3 или 4 видеоролика про формирование дна смотреть. Впрочем-то, достаточно посмотреть прошлый видеоролик, да, именно где я перехожу к недельному таймфрейму. Потому что я, опять же, показываю зону 27 22 года, зону 27 18 года, ну и 15 год. 15 год. Вот здесь. Вот. Можно посмотреть. По этим зонам 27 пока что полностью, прям, почти один в один модель совпадает с 22 годом. Да, помимо, точнее, кроме вот этих дней. 364 дня от пика до самого дна. Здесь вышло 266 дней. Здесь касание второй зоны 27 с небольшой погрешностью. Здесь касание зоны 27. Второй зоны 27 с небольшой погрешностью. Отскок, рост до прошлых значений. Ну и здесь то же самое. Да, вот коррекция. Небольшое обновление дна. Вот, ну и, собственно говоря, плюс-минус такую движуху мы с вами увидели. Вот. То есть если прям по фракталу смотреть, то вот мы где-то здесь. Вот. Рост, резкое снижение. Ну, в прошлом это было вблизи дна, это было на черных каких-то лебедях, да, на событиях неожиданных, там, скамов TX, например. Здесь COVID-19 в эту зону 27 пришли. Тоже несколько недель росли. COVID-19, восстановление. ФРС все залили деньгами. Вот здесь ФРС спасли, можно сказать, рынки, да. Ну, там Трамп с Джеромом Паулом это все организовали. Вот, 15-й год. После бурного роста. Здесь как бы я такую модель не вижу. Только если мы видим с вами второе дно до коррекции.
Ну, обратно, опять же. Здесь если мне память не изменяет, была движуха связана с... Блин, что за слово противное? Движуха. Сколько раз я его сказал в этом видео? С конфликтом с разработчиками, да, с Bitfinex, с разработчиками. Хотя по BIP 110 сейчас тоже там что-то возникло, тоже статья, кстати, выходила, вы можете в Crypto Headlines найти. Ну, там конфликт, ну, это громко сказано, но тем не менее. BIP можете написать и почитать про раскол биткоина. То есть по факту он произошел. Кому интересно, посмотрите, в поиске BIP напишите, перейдите к статье. Либо есть Web3.ru канал, сюда выходят только статьи. Только статьи. Кстати, вот это полезная статья. Вы зря ее многие скипнули, наверное, пропустили. Ой, что произойдет, если исчезнут все ваши устройства Apple? По крайней мере, там 19 пунктов вроде, да, или сколько? 19 пунктов. Вот все, у кого есть там айфоны или макбуки, ну, маловероятно, что по безопасности вы в курсе, да, всего, что у вас там на настройках понатыкано, что работает, что не работает. Поэтому я бы яблочникам, так скажем, порекомендовал все же, ну, обязательно пройтись по пунктам в этой статье, в этом материале. Вот, по регуляторке, в общем, все здесь это дело выходило. Вот, сейчас, в общем, у нас копия 22 года. Копия 22 по Фибоначчи, по второй неделе Фибоначчи. Вот сейчас мы опять пришли в зону 61,8. Ну и в том числе я часть лонг-позиций закрыл. Ну, одна из причин, потому что это зона 61,8 по недельке. Вторая из причин, потому что я охренел, как быстро это произошло. То есть было 105% прибыли, да, потом 170% прибыли. Ну, от изначальной точки входа, если считать. Поэтому я решил уже закрыться. Там, если сейчас даже не учитывать остаток, это порядка 92% суммарная прибыль. Повторюсь, если не учитывать остаток позиции. Если остаток выбьет 71 600, будет 125. Если закроюсь выше, ну, будет выше. Здесь такой расклад. Вот, в общем, смотрите, меня спросили, считаю ли я, что биткоин формирует дно, но это странный вопрос, на мой взгляд, как сказать, без иронии, да, и без сарказма, потому что я, ну, как бы, сколько видео, биткоин на дне, биткоин абсолютное дно, Фибоначчи, да, и до этого вроде тоже. Биткоин формирует дно 5 месяцев назад и так далее. Ну, ты как бы ни одно видео записал. Вот. И тут дело не в мнении, а дело в том, что я опирался на тот анализ, на тот недельный таймфрейм, на Фибоначчи, на недельки, на которые опирался и ранее, да, как и в 2022 году. А в 2022 году фракталом служил 15-й год, вы это тоже прекрасно знаете, прекрасно понимаете. Вот, поэтому сейчас, получается, в 26-м году мы повторяем 22-й, в 22-м мы повторяли 15-й. Ну, за исключением, там была одна Фибоначчи, одна зона 27. Но процент падения от зоны 27, да, если вы помните, был аналогичный. Там 32-36%. Тогда было вроде 35 или 36. Короче, одно и то же. Тогда я опирался на фрактал, и сейчас мы также с вами выделили 2 Фибоначчи. Вот это зона 27. Ну, ребят, смотрите, я сейчас могу пересказать все то, что было. Давайте, если уж прям от А до Я, вы можете на паузу нажать, вернуться, посмотреть прошлый видеоролик, там таймфрейм по недельке найти, а потом вернуться и продолжить просмотр. Вот, поэтому здесь сейчас так. Можем ли мы вернуться в зону 27? Ну, опять же, да, можем, можем, но на каких-то уже потрясениях. На каких-то потрясениях. Считаю ли я, что это отскок дохлых кошки? Ну, блин, дурацкое. Тогда, вот помните, в 2022 году тоже многие считали, что это отскок дохлой кошки. Я не считаю, что это отскок дохлой кошки, и не считал ранее, и когда входил в позицию, и в то же время, когда, пусть я даже и потерял эту позицию, а потом заново в нее зашел, как бы расчет был на то, что это не будет являться каким-то отскоком дохлой кошки. Поэтому независимо от того, что произойдет через час или через месяц, но, опять же, мы все еще в зоне формирования дна. Мы все еще вблизи этих двух зон дисбаланса, как и тогда. Вот мы у второй зоны дисбаланса, вот у первой зоны дисбаланса. Да, был рост, но, опять же, мы находились все еще в зоне формирования дна.
Поэтому биткоин сейчас все еще в зоне формирования дна. Будет ли прям один в один под копирку, как 22 год? Ну, маловероятно. Опять же, учитывая, что сейчас до самого дна прошло 266 дней, по крайней мере, на текущий день, и все может измениться. Все может измениться, да? Всякое может быть. Вот, а потрясти может и на этой неделе, да? То есть у нас и отчеты на видео, и Джексон Холл, ну и скоро ФРС в сентябре, да? 17 или какого там сентября. Вот, все впереди. Но опять же, контекст ФРС я не первый раз озвучил. На мой взгляд, закладываться в ужесточение чрезмерной денежно-кредитной политики не стоит. А если ужесточение и произойдет, или, так скажем, экономика сама продолжит сыпаться в США, ну как бы о каком повышении ставки идет речь? Банковский кризис. Есть прецедент 23-го. 23-й где он? Март. Вот здесь, 6 марта. Ну, неделька от 6 марта, да, вот здесь. Когда стейбл я переводил. Ну, вы знаете, биткоин. Ну, окей, банковский кризис. Ну и что, ФРСники сядут, пусть там в пятницу произойдет, да плевать. Кевин Вош все решит. Будет там что-то Трамп говорить, не будет, да без разницы. Повышенная эскалация или там больше стран вступят в войну с Ираном. Ну, есть там пару хедлайнов, я видел, я сейчас за этой темой прям в оба глаза не слежу, но большая часть представителей стран Ближнего Востока, они и Трампу, и по инсайдам, и которые, да, озвучивались различными СМИ, у которых реально инсайды отрабатывают. Там речь шла про то, что все лидеры Ближнего Востока за то, чтобы договориться с Ираном. До какой степени, до какого момента Трамп будет все это делать с Нетаньяху, будет делать это все дело с Ираном, да, ну Иран тоже, как понятное дело, не ангел. Вот, само собой, да, учитывая всю эту историю конфликта, военного конфликта, да, и, ну, понятно, прокси, учитывая Хизбаллу и все в этом духе. Понятное дело, что там война, в принципе, не прекращается уже десятки или там сколько, ну, может, не сотни, но вот, много-много лет. Вот, ну, опять же, рынок проглотил. Рост нефти 120, если пробиваем, да, это минус. При нефти в 120 будет ли это продолжаться долго? Ну, маловероятно. Опять же, Трамп выйдет, начнет там мир, заключать какие-то соглашения. Какие-то инсайды появятся. Может, ставку понизит. Хотя маловероятно, да, если мы говорим про повышение рост цен на нефть, то, ну, соответственно, инфляция будет так себе. И в прошлый раз рынок молодец. Рынок молодец. Ну, то есть инфляция, да, не стала липкой из-за этого. Да. Вот. Поэтому не думаю. Вот, поэтому, ну, не сейчас. Вообще, по-хорошему, конечно, через какую-то коррекцию фондового рынка, через S&P, где этот S&P, SPX, SpaceX. Ну, нефть уже 82. Это американская, подождите, а где бренд? Ну, 88. Ну, окей. 88. Вот, по-хорошему, да, позитив, да, снижение ставки, может, опять же, пауза, по крайней мере. Ну, по-хорошему просто, ребят, здесь, смотрите, самый благоприятный сценарий — это не тестировать 120, да, не обновлять, не перебивать эти хаи. Сложится из этого ли биткоин в 2-3 раза, маловероятно, что успеет. Маловероятно, потому что, опять же, там Трамп будет быстрее со своими сделками, мирными соглашениями. Как это происходило, в принципе, здесь. Вот. А так, да, самый благоприятный. Идти пробивать 70. Вот. 60, 50, 40. И так далее. Вот. Индекс доллара. А укрепление индекса доллара коррелировало со снижением биткоина. Кстати. Сейчас 98. То есть, впрочем, с января 26-го, смотрите, конец января 26-го, пик июнь 26-го. Да, сейчас вот с июня слабость есть, индекс доллара снижается. Но эту корреляцию проследить также не составит у вас труда. ВИКС, да, все еще внизу. Ну, по ВИКС я говорил, там акции те же на Bybit сейчас тоже мне
Ребята говорят, что некоторые акции там начинают торговать, да, на Bybit делать. Я особо сильно не вникал, посмотрю. Там есть какие-то акции, тоже запускают. SpaceX можно купить. И SpaceX я бы и купил на бирже Bybit токенизированный, вывел бы. Просто дело в том, что интересного ценника не было и обвала фондового рынка не было. Когда-нибудь SpaceX вблизи 100 он был уже. В принципе, эти акции торговались, но, тем не менее, там от 100 и ниже. Посмотрю. NVIDIA уже сколько? 210. Все еще вблизи зоны 27. Отчет. Завтра потрясет вечером. Что еще у нас? Бабабам. А где индекс? Куда я делал индекс SPX на исторических максимумах? Грубо говоря, вчера обновляли максимум. До зоны Шухера далеко. Ну вот, опять же, если мы говорим про акции, вот здесь я бы рассмотрел. Скорее всего, какие-то акции покупал. Зона Шухера здесь. США, Иран, видите, даже до зоны Шухера сильно здесь не упали. Потом сразу обновили максимум. Дадут ли рынку падать? Но до промежуточных выборов сильно, наверное, не дадут. Серьезно падать. Вблизи, наверное, какой-то Шухер произойдет. Поэтому, как вы помните, и в прошлых видео я говорил, что желательно биткоину, понятно, уйти подальше от 60 тысяч долларов, чтобы при этой высокой волатильности, при движухе какой-то негативной, на каких-то новостях, там еще чем-то, да, чтобы не пробить там 60, не уйти в 50, 40 и так далее. Потом пока все good в этом плане, биткоин вблизи 80. Это хорошо. Потом даже если будем тестировать ниже, у меня, если мы говорим про позиции, окей, 71600 заберут. Скорее я стоп-лосс, наверное, выше подниму. Потому что если... давайте я вам покажу. Если я захочу здесь... вот с этой зоной дисбаланса, если я захочу что-то делать, то получается не совсем логично держать стоп-лосс 71600. То есть даже если в теории я буду рассматривать лонг, то есть получается, что выйду, закрою свой лонг и опять перезайду, что ли, от этой зоны дисбаланса. Пусть даже там при небольшом отскоке я буду ставить сразу стоп-лосс. В теории. Это пока не, не мое действие, описанное в этом видео. Я говорю, просто если вот порассуждать, да, стоп-лосс я ставлю вблизи зоны дисбаланса. Вот. Хотя стоп двигать на 75, это будет не 125, а 130, сколько, 2% прибыли, суммарная прибыль, наверное, да, примерно, 133 может, разница несущественная, поэтому здесь существенной разницы в этом нет. Поэтому здесь я подумаю, посмотрю. Если вообще сюда движение будет. Поэтому, ребят, на текущий день, неделька, вы все видите. В принципе, я все показывал заранее, все рассказывал, да? Где мы сейчас находимся, вы видите. То есть вблизи тех же зон 27, как и в 2022 году. Вот здесь. Уронить биткоин, обновить дно, пока что в моменте. Вот такое возможно только через какого-то размера черного лебедя. Как кто-то говорил, да, черный лебедь — это не то, о чем мы с вами рассуждаем и говорим. То есть мы можем с вами там упомянуть там ФРС, что-то связанное, да, с рынком труда и все в этом духе. Если об этом, в принципе, будет и знает весь мир, то, что это может произойти хоть через час, хоть на следующей неделе, это уже не является черным лебедем. Тем более многие этого ждут. Вот, поэтому, скорее, черный лебедь — это то, что никто не ждет. Или там догадывается, может быть, подозревает максимально малое количество людей. А про ухудшение экономики в США как триггер, который позволит действительно ФРС уже не просто держать паузу, а снижать ставку, это не является там каким-то черным лебедем. Вот. Но здесь есть одно но, если вы помните 2020 год, если вы тогда были. Помните, сколько было конспирологов на тему, то, что это все херня? То, что ФРС там ничего не спасет. И что в итоге произошло? Все залили деньгами. Десятки иксов на акциях, десятки, сотни иксов на крипте. И рост биткоина с 6 тысяч, там сколько, 69 на самых хаях было, да? 10 иксов на биткоине. И так далее. Поэтому сейчас произойдет какой-то черный лебедь, ФРС ни на что не повлияет, никто ни на что не повлияет, мы все умрем, биткоин обнулится, уйдет в 20 тысяч, окей. Тогда при таком раскладе здесь можно было, в принципе, остаться без штанов. Хотя тогда было страшно. Так там VIX, если вы помните, я показывал неоднократно, сейчас давайте не буду возвращаться. На отметке был 84 вроде, да? А сейчас 16.
или 15. То есть это рекордный показатель ВИК страха Уолл-стрит. Чем страшнее черный лебедь, тем более радикальными в позитивном смысле будут действия от Федеральной резервной системы США. Тем быстрее произойдет V-образный разворот. А вот решение ФРС, которое считывалось вот здесь. Смотрите, как это быстро произошло. Ну, считывалось, может, да, не всеми, но тем не менее. Мы с вами, помните, работали в этом периоде. Там по стейблам я заранее писал, да, о том, что, скорее всего, произойдет отвязка. Региональные банки начали сыпаться. Многие считали, там, биткоин, впрочем-то, 50% дал там буквально за считанные, за 2-3 недели, да? Представляете? Там уровень страха был намного ниже. Да, здесь дольше восстанавливались. Да, несколько недель вот здесь ходили. Но в итоге вот такая история произошла. Потом будет ли все абсолютно по-другому? Ну, нет. Смущает ли меня фондовый рынок на хаях? Ну, как и ранее, да. Да, без какой-то коррекции, там, идти в те же акции, которые доступны, там, покупать на каких-то криптобиржах, токенизированные активы и все в этом духе, как еще один класс активов. Ну, как бы я сейчас не спешу. Ну, я этого и не делал, да. По SpaceX там по 200, по 180 я не покупал, и по 140 тоже. Хотя сейчас SpaceX, они от 105 или сколько там было в моменте, самый лой, они выросли. Ну, и триллионная компания не очень хочется. Хотя в тех же акциях есть, ну, понятное дело, что есть компании, которые даже там десятки иксов дали. Ну, вот в эти месяцы, там, год, полтора, там десятки, сотни не знаю, но десятки иксов есть, да, какие-то иксы есть. Ну, доступ, вы знаете, то есть доступа, если мы говорим про брокеров, у меня же доступа нет, санкции. Вот, а токенизированно не везде есть прошу прощения, ликвидность. То есть, по сути, здесь вопрос не в том, хочу или нет. Вопрос еще в том, а могу ли я купить какие-либо токенизированные акции, где есть достойная ликвидность. У SpaceX даже не прям ого-го, какая ликвидность на биржах, где есть токенизированные акции, которые можно вывести. Поэтому здесь еще вопрос возможности, а не просто хочу или нет. На хаях фонда или не на хаях. То есть дело не только в этом, естественно. Я думаю, это, ну, понимаете. Ну, а через брокеров не хочется. Да, выходы есть, возможности есть, завести счета и так далее. Ну, честно, я... Ну, скорее в эпоху, когда эта вся токенизированная история зарождается или развивается, или продолжает развиваться, и ликвидность, уровень ликвидности, он растет, он действительно растет. Ну, скорее я бы здесь подождал. Да и, в принципе, время здесь на руку. Да, пока это все развивается, фондовый рынок на хаях, фондовый рынок начнет складываться. Я надеюсь, когда уже с ликвидностью будут дела обстоять в разы лучше, да, когда действительно можно будет купить неплохой объем там каких-нибудь акций, там тех же SpaceX или других, тогда да. Мы не говорим про синтетические вот эти токенизированные активы, там на Hyperliquid, на Astor, на биржах, да, там это речь о торговле, там в принципе залистить можно все что угодно. Это торговля. То есть это не актив, это не токенизированный актив, вы не можете его там вывести, да, и хранить и так далее, и так далее. Поэтому как-то так. Ну, в любом случае, вы же знаете, если что, я там напишу. Так или иначе, в Telegram. Я сообщу. Поэтому смотрим на NVIDIA. NVIDIA в зоне 27, но, опять же, если мы берем свечку от 11 мая, то есть погрешность 61,8, ну, можно сказать, что, впрочем-то, здесь глобальная цель NVIDIA была достигнута. Импульс, слабая коррекция, зона 27, коррекция опять 23,6, 61,8. Я ее оставил. Как бы на это маленькое движение Фибоначчи кидать, чтобы что? Ну, как бы непонятно. У NVIDIA зона шухера ближайшая, это район 130, 150, 150, но опять же, давайте прям широко с погрешностью, если все-таки я возьму, это диапазон 150-130. Когда-нибудь или завтра, ну, было бы здорово. Было бы здорово, наверное. Было бы здорово, по крайней мере, там совершить первую покупку из 2, да, или первую покупку из 3. Поэтому про акции, я думаю, я, понятно, не зацикленный, я каждый день не просыпаюсь, не смотрю, сколько какие акции стоят, потому что, опять же, здесь вопрос и возможностей, да, и, ну, опять же, желаний действовать, учитывая, что фондовый рынок на хаях, а не в зоне шухера. Вот дальше, вот когда это все сложится, пазл, тогда я буду смотреть. Вот.
Такие дела. Поэтому ждем. Пока стоп я оставлю. Ну, стоп я оставлю позиции на 71 600. Пока так. Встречаемся с вами, получается, завтра. Ну, в Crypto Headlines, я не знаю, отчет выйдет или нет. Если сам отчет там будет без толку, соответственно, публиковать, редакция так решит, да, то, ну, вам как бы это не особо, я думаю, интересно. Но, тем не менее, скорее всего, какой-то пост выйдет. По крайней мере, по волатильности, может быть, по каким-то там позитивным, если это будет супер позитивный отчет или негативный, по реакции рынка, вы, в принципе, все сами увидите. Ориентируйтесь на 23.20 или просто возьмем диапазон 23, там, 23.30 по Москве, да, по Москве, по Киеву, то есть такое время. Вот. А Jackson Hole тоже все в Crypto Headlines. Что-то интересное, вы знаете, я могу прокомментировать. Там не только крипторегулирование, там российское, да, или что-то из СНГ. Вот, или что-то там с Павлом. Я могу здесь оставить голосовые сообщения и так далее. Все это есть в авторском канале. Подписывайтесь. Видеоролик, кому интересно, по зонам из баланса, по трендовым линиям. Можете посмотреть. Если только материалы, статей будет больше. Материалы у нас только в Web3.ru. Блин, зачем я убрал отсюда сайт? Ну, либо Crypto Headlines в закрепе есть. Web3.ru. Bybit Card есть. Очень быстро делать, кстати. Это Bybit Card можете сделать. Для EC можете любой сервис использовать, не только тот, который там указан. На момент, когда редакция писала пост, все отлично сработало, все отыграло. А так можете eSIM, эту виртуальную симку, я не знаю, где угодно заказать, посмотреть. Вот. Поэтому по акциям, да, были вопросы, я немножко этот момент прокомментировал. Вот. Такие дела. А так, конечно, про альткоины максимальная заинтересованность у меня не войти в еще один лонг. Да? Как бы не увеличивать там количество лонг-позиций, а вот смотрите, я могу вот так, вот сяк и так далее. Не увеличивать, давайте не так, у меня как бы кичиться здесь смысла нет, там, или чем-то хвастаться, там, потому что в трейдинге все довольно-таки, мягко говоря, неплохо по винрейту, даже очень хорошо, но тем не менее у меня нет в приоритете там выйти на огромное количество сделок, да, то есть у меня такого нет. Поэтому, конечно, мне там плевать, там, зайду я в лонг или нет, дайте рост альткоинов. Особенно тех, которые есть в портфеле. На десятки или сотни иксов. Это, в принципе, наверное, касается всех. Этого все хотят. Этого все, так скажем, ждут уже, как бы не надеясь на то, что там завтра, условно, мы проснемся, да, или вы проснетесь и увидите там какую-то монетку в 100 иксов за сутки. Вот, поэтому по альткоинам, да, будут голосовые, будут мои комментарии, там мысли я озвучу, но скорее уже не сегодня. Там уже, я не хотел за час выходить, откровенно говоря, вышло за час 20. В принципе, видео, ну, как бы по факту, да, я видео не записывал 2 месяца, поэтому, ну, за 2 месяца, я думаю, отыгрался. Ну и позиция, опять же, я поздравляю, да, всех тех, кто доверился не мне, а стратегиям, которые я представляю, да, и заработали. У кого-то здесь усреднение произошло, плюс 100% у большей части людей, на мой взгляд, потому что мне большая часть людей писала именно, что у них усреднение произошло позиции, и у вас было 100% прибыли. Вот, если потеряли позицию, да, в трейдинге, это нормально, вот, абсолютно. Вот, то перезашли, то уже и забрали, так скажем, и отбили потерю по стоп-лоссу, либо по ликвидации, ну и заработали сверху. Вот, поэтому так или иначе, конечно, я и в позиции буду входить. Просто, конечно, в плане альткоинов пока все грустно. Пока, ну, нечем здесь радовать, или можно, конечно, включить режим там конспирологической конспирологии, обещать вам того, что я, как сказать, просто, я не знаю, посмотрим на какую-нибудь с вами картинку, да, какую конспирологическую, все в этом духе. Ну, наверное, я этим не занимаюсь и не хочу. Тоже скорее развлекательный контент, вы знаете, как я это воспринимаю, все очень негативно, откровенно говоря. Поэтому по ФРС тут тоже пару мыслей озвучил. По Федеральной резервной системе, по там теоретическим черным лебедям. Ну, опять же, доп. Мысли, все будет в каналах. Давайте сегодня я не буду определять победителя прошлого видеоролика, как и сказал в начале. В следующем видео я тогда уже, получается, определю победителя на 200 USDT. В этом видео есть розыгрыш. Напомню, любой комментарий. В комментарии укажите свой user ID верифицированного аккаунта биржи Bybit.
Если нет аккаунта, можете завести, но, наверное, аккаунт у всех есть. И user ID пишите, как-нибудь напишите, чтобы я, главное, понял, да, буквами, цифрами, вперемешку, символами, чтобы, главное, YouTube не снес ваш комментарий. Проверяйте, потому что YouTube сносит комментарии. Никто у нас не сидит, не удаляет комментарии с этими ID-шками. То есть почему-то YouTube так делает. Все. Благодарю за внимание. На связи. Встретимся в Telegram и в Crypto Headlines. Пока-пока.